Добро пожаловать в Алатау. Уже подъезжаем к поселку Алатау. С нами сегодня снова Азамат. Вот он. Можно заметить, что Алатау газифицирован, есть трубы. А здесь кто-то дом продает. И сразу же вот на въезде уже есть тротуар с идеальным асфальтом. Вдоль дорог есть вот такие вот арыки. И арык переходит в поливную систему вот эту. И кажется, ее все-таки используют, так как здесь есть выход из труб. То есть каждому в огород, я так понимаю. И вот так дальше все это выглядит. Такая интересная довольно-таки система. Самое интересное, что поселок Алатау относится к городу Алматы. На той стороне заметили большое здание, и там вон какие-то цыплята есть. Обошли это желто-синее здание, и там вот можно заметить каких-то воробьи или цыплята. Оказывается, здесь не везде есть асфальт. Вот она опять. Вернулись к этой арычной системе. Точнее, поливной, или вот так она выглядит. Азамат говорит, что эта штука напоминает астанинский ЛРТ. Видите, такие же колонны в целом. Сегодня мы находимся в поселке Алатау. Это примерно 10 километров по Кульджинской трассе. И самое, что интересное, что поселок Алатау относится к городу Алматы. А если быть точнее, к Медовскому району. Но он находится, можно сказать, в отдалении. И вокруг него полностью расположился Талгарский район. Снова вернулись на асфальт. Это у нас вот въезд в поселок Алатау. Здесь растут сосны. С той стороны, к примеру, вот не было тротуара, а вот с этой стороны есть идеальный тротуар. Со стороны Кульджинской трассы у нас сразу на въезде находится мечеть. Там у нас остановка и старая стелла, или знак Алатау. Есть вот такие вот жилые комплексы четырехэтажные. Во дворах есть игровые площадки. Двор асфальтирован. Думаю, это не удивительно, что здесь есть сергеки. Интересно так получается, что на въезде в Алатау есть новая остановка, а здесь стоит старая остановка. Вот такая вот остановочка, даже скамейка старая. Алатау, поселок 117 маршрут. Опера театра. А вот и мечеть, и вот знак на въезде Алатау. Вот так выглядит мечеть поселка Алатау. Несмотря на то, что мечеть находится вдоль дороги, внутри вообще ничего не слышно, тишина и очень тепло внутри. Оказывается, это центральная мечеть поселка. Помимо старых домов, тут есть новостройки. Вон там у нас церковь, и за ним еще одна какая-то новостроечка. Сколько живу в Алматы, если честно, наверное, только года так 2 назад узнал про поселок Алатау. И хочу сделать сразу акцент на том, что это именно поселок, не село. Так как в Казахстане, как я, по крайней мере, понимаю, что поселок имеет возможность в дальнейшем стать городом. Но данный поселок Алатау, он уже находится в составе города и относится к Медовскому району. Еще раз.
Добрались до храма. Вот так он выглядит, такой мятно-зеленый цвет. На входе на территорию храма есть охрана. Нас без проблем запустили. Сказали, заходите, пожалуйста, снимайте, смотрите. Центральную дорогу разделяет небольшой такой сквер. Ну, конечно, не прогулочный, а просто деревья. Вот, а мы идем вот Медео аудандык полиция пункта Алатау ауылы. Магазин Жақсы. В интернете прочитал, что поселок Алатау образовался благодаря Институту ядерной физики. Центральная улица имени Шавката Ибрагимова. На той стороне можно заметить вот это крупное здание. Это Алатау центр. Я так понимаю, торговый центр местный. Старая доска объявлений. Да, кому-то реально делать нечего. Интересная, однако, парковка на середине дороги. Такой не везде увидишь. А в этом дворе прям очень много машин, однако. С погодой нам сегодня не особо повезло. В целом обещали облачность, но пошел дождь, а потом еще немного снега. Но сейчас вроде как потихоньку прекращается. По данным Комитета статистики, в поселке Алатау проживает более 12 тысяч человек. На тротуаре можно наблюдать канализационные люки. Просто не представляю, как можно в люке сделать такую дырку. Какое-то, ну, очень старенькое здание. Есть отдельные мусорные боксы для пластика. Находимся в очередном дворе. Такое интересное здание с таким вот входом в жилой дом. Прям еще впервые такое встретил. А здесь вот кафе Камила. Также можно заметить, что у большинства машин номера алматинские. Здесь вот есть небольшой сквер, игровая площадка, а также еще площадка для воркаута, скамеечки. Прикольно, еще один магазин с названием Жақсы. Ух ты, а тут уже пошли вот такие новомодные фонари. До этого их не было. Вот они пошли. И еще в этом сквере тоже такие же фонари. Такое интересное ощущение. Вроде как только что приехал из города. Думал, будешь снимать какой-то поселок или село, и попадаешь, можно сказать, в частичку города. А за памятником находится вот такое вот здание. Непонятно, оно достроенное или разрушенное, или не знаю, или только строится.
Также тут есть вот такой небольшой сквер с такими прикольными скамейками. Когда я где-то вижу какие-то скамейки, я сразу вспоминаю Варламова. Он обычно любит разные скамейки. Снова вернулись на эту часть тротуара, так как с той стороны тротуар не везде есть. О, смотрите, на той стороне строится еще одно здание. Или наоборот, оно заброшенное уже. Оказывается, во время карантина, когда в том году закрыли весь город и никого не пускали, так скажем, внутрь города, и особо никого не выпускали, но только по разрешениям и так далее, именно только жители поселка Алатау могли беспрепятственно заехать в город, так как они считались, ну, как бы частью города. Так, карта говорит то, что мы потихоньку подходим к институту ядерной физики, и тут уже вообще ничего нету. Тишина, машин нету. Слева вообще нет никаких строений. Идем вверх. Каких-то запрещающих знаков мы не видели. Есть тротуар, как бы он чистый. Так что мы идем дальше вверх. Вдоль дороги и вдоль тротуара очень много вот этих табличек появилось. Санитарно-защитная зона. Мы уже подходим к какой-то территории, огороженной забором. Там есть уже шлагбаум, здание охраны, я так понимаю. На въезде вот такая большая парковка здесь. Шлагбаум, там еще ворота, оказывается. Как только мы подошли к воротам, хотели поснимать, ну, снять табличку Институт ядерной физики, вышел из здания человек в военной форме и попросил, причем вежливо попросил: ребята, здесь как бы особо охраняемая территория, пожалуйста, могли бы вы ничего не снимать здесь. И все. Ну, мы как бы, нас вежливо попросили, все, мы ничего и не снимали, как бы там. И откланялись. Сейчас возвращаемся обратно, спускаемся вниз в центр поселка. Но если этого случилось... Походу здесь находится отделение Казахтелеком. Ну, очень круто сделали, конечно. Тут, походу, также в этом же здании сидит еще Казпочта. Не бросай меня на дачу. Ну, очень старая урна. Еще здесь есть вот такие дома. Институт медицинских стандартов здесь, оказывается, еще находится. Прикольно. И такие здесь дома есть. Впервые вижу, чтобы для школы использовали вот такой вот забор. Когда вот так по улице идешь, такое ощущение, будто там не школа, а какая-то стройка идет. Вот такая вот школа здесь. А школа-то, оказывается, реально на ремонте находится. Архитектура и дизайн некоторых домов просто поражает, если честно. Здесь вот продуктовый магазин и диджей-бар, кафе. А тут находится не просто больница, а городская больница Алатау. Въезд на территорию больницы. Население поселка Алатау на 2017 год было чуть больше 12 тысяч человек. И еще какое-то здание с госсимволикой. Также в поселке Алатау есть специальная экономическая зона, где зарегистрировано более 150 разных предприятий. Здесь, оказывается, находится государственный садик. Тут, походу, прям райончик многоэтажек, потому что тут их очень много. Еще одна доска объявлений. Донер тут стоит 800 тенге. Сказали, донера в лаваше нет, есть только шаверма в лепешке.
Нормальная такая шаурма, смотрите, пол лепешки. Просто оцените размер на фоне моего лица. Домой взяли лепешек. Тут не только торговый центр. Едем вверх в сторону Института ядерной физики. Тут вот находится физико-технический институт. Технопарк Алатау. Еще какое-то здание строится. Дальше ехать нельзя. Вот. Сказали, можно вот так объехать по этой дороге, и все. Дальше нас не пропустили, сказали, какая-то супер охраняемая зона, пропуск нужен, все дела. А так там дальше дорога выходит на Алатаускую трассу, и можно в объезд вернуться в сторону Кульджинского тракта. А специальная экономическая зона, оказывается, находится вот здесь. Сюда тоже по пропускам только. На этом мы все развернулись и едем дальше. Едем вниз уже по другой дороге. А тут можно прям заметить, как заканчивается территория Алатау. Такая здесь вот остановка на выезде. И вот сам знак. Конец поселка Алатау. Спасибо, до скорых встреч и пока-пока. Увидимся.